Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем делать бублики. Многие из вас спрашивали о бубликах, и я думаю, что вы с удовольствием их испечете. Они у меня только что остыли. Смотрите, какая у них хрустящая, классная корочка. Давайте начинать. Эти бублики будем делать по книге Ивана Забавникова про хлеб. Замечательная книга, покупайте. Мне ее подарили. Честно говоря, заглядываю я в нее редко, но, наверное, зря. На эти бублики не обратила внимания, но мои участники курсов очень ими восхищаются, поэтому я решила поделиться рецептом Ивана со всеми вами. Но я была бы не я, если бы я не внесла свои коррективы в этот рецепт. Будем делать на пшеничной закваске 100% влажности, на муке высшего сорта. Берите первый, либо второй, либо добавляйте цельнозерновой, если вы ее любите. И еще в этом рецепте присутствует сахар и масло. Я решила сахар и масло заменить на вот такой продукт. Это остаток от производства масла Кхи. Я его делала на днях, и у меня остался вот этот вот белково-сахарный такой осадочек. Это продукт реакции Майяра. Кто хорошо знает химию, наверняка вам это понятно. В процессе производства масла Кхи при определенной температуре осаждается на дно кастрюли молочный сахар и молочный белок. И превращается вот в такую массу. Она выглядит как топленое молоко, либо вареная сгущенка. Она очень сладкая на вкус, потому что здесь много молочного сахара. И она такого орехового приятного аромата, потому что белки с сахаром карамелизовались в процессе реакции Майяра. В описании к рецепту я напишу, сколько сахара и масла нужно по рецепту Ивана Забавникова и сколько я добавляю этого вот продукта. Так, давайте приступать. Берем 100 граммов воды, 200 граммов активной освеженной закваски пшеничной 100% влажности. Закваска должна быть на пике. 350 граммов муки пшеничной высшего сорта, 8 граммов соли и 80 граммов вот этого сахарно-белкового продукта. И теперь перемешиваем. Я использую отход от масла Кхи в качестве добавки, потому что, конечно же, я не могла отжать все масло топленое из вот этого осадка, и там осталось много масла. Ну и понятно, что весь молочный сахар, который был в масле сливочном изначально, он осел вот именно в этот продукт. И эта масса очень сладкая на вкус. Теперь нужно замесить тесто хорошенечко до полной однородности. Тесто низкой влажности, месим его растиранием. Если вдруг вам тяжело замесить, то можете добавить еще капельку масла, либо оставить тесто на 10-15 минут, постоять, и после этого оно замесится проще. Я сделаю вторым способом. Оставлю под крышкой на 10-15 минут, и после этого тесто замесится гораздо проще. 15 минут постояло тесто, стало мягче и послушнее. И сейчас будем делать ручной замес. Если у вас есть любая техника для замешивания теста, используйте ее. Время замесов в тестомесе или в комбайне минут 5-7. Время ручного замеса 10-15 минут. Месим растиранием. Я подробно рассказывала и показывала технику замеса растиранием. Посмотрите, оставлю ссылку в описании. Ну все, тесто у меня замесилось, замес занял примерно минут 12. Слишком упорствовать с замесом тоже не стоит, замешиваем до начального развития клейковины. Укладываем в миску, оставляем на брожение. Выбраживать это тесто нужно в тепле, температура 26-28 градусов. Я эту температуру создам в закрытой духовке, поставлю туда миску, помещу рядом емкость с кипятком и буду выбраживать 2-2,5 часа. Тесто пробродило 2,5 часа, хорошо увеличилось. Сейчас его нужно поделить. Делим на 6 одинаковых частей. Каждый кусочек вышел по 125 грамм примерно. И сейчас их нужно подкатать в шарики. Подформовываем в круглую формовку и скатываем вниз. Вот видите, полностью затянулся шов. Скатала все заготовки. Накрываю пленкой, оставляю на отлежку на 15-20 минут. После отлежки бублики надо сформовать. Чуть-чуть смазываем руки маслом. Расплющиваем заготовку в такой толстый диск. Делаем дырочку и начинаем бублик растягивать. Бублик будет довольно крупный. Растянули, положили, потом доработаем. После того, как сделали первый проход,
Теперь тесто расслабилось у самых первых, и можно подформовать. Делаем довольно крупное отверстие, потому что бублик у нас будет еще подходить, увеличиваться в размере, поэтому даем ему такую возможность, чтобы у нас отверстие не заплывало. После того, как мы растянули бублики, они неизбежно начинают собираться обратно, потому что их стягивает клейковина теста. И перед тем, как отправить их на расстойку, еще раз пройдитесь, поправьте размер и форму, сделайте их одинаковые. Подравниваем бублики и укладываем их на противень на расстойку. Смотрите, все уложила ровно через равные промежутки, и нужно дать им возможность подойти. Накрываем пленкой и оставляем в таком виде на 1,5 часа. Бублики растаивались у меня 1,5 часа, хорошо подошли. Сейчас я поставила духовку на разогрев на 200 градусов. Печь будем на конвекции. Сейчас их нужно подготовить к выпечке. Закипятили воду, здесь у меня примерно литр воды, и растворяю в нем большую чайную ложку меда. После того, как мед растворился и вода снова закипела, при помощи шумовки отправляем наши бублики в воду с каждой стороны 30 секунд. Когда 30 секунд истекли, аккуратно переворачиваем и обвариваем еще 30 секунд. После этого вытаскиваем и укладываем обратно на пекарскую бумагу на противень. Когда все бублики у нас обварены, берем посыпку. Я взяла кунжут и мак. Делаю 3 бублика с кунжутом и 3 бублика с маком. Все присыпали и отправляем выпекаться на режиме конвекции при температуре 200 градусов минут на 15-20. Прошло 20 минут выпечки, и бублики готовы. Аккуратно сейчас сниму их на решетку, дам им остыть. Они очень красивые, мне нравятся румяные, замечательные бублики. Бублики мои остыли, и я хочу вам их показать, разломить. Пышное тесто, цвет у него такой слегка коричневато-кремовый за счет моих добавок. Замечательно вкусное тесто, очень сбалансированный вкус на соль и сладость. Мне очень нравится. Испеките эти бублики для своих близких, друзей, детей. Я уверена, они вам понравятся. Пользуйтесь либо исходным рецептом, который есть в описании, либо также сделайте масло кхи, как и я, а остатки от него добавьте в тесто. Будет очень-очень вкусно. Ну и давайте с вами продолжать печь. Подписывайтесь на мой канал. Будем печь и испечем еще много всего интересного.